указательные местоимения хада, этот и хадихи, это. Эти указательные местоимения могут переводиться как этот, это, но еще и как это тоже. Хада, если после слова хада стоит слово в определенном состоянии, например, хада аль-бейту, да, в этом случае хада переводится как этот. То есть этот дом, и надо еще что-то дописать. То есть это только словосочетание, но не полное. То есть это не полное предложение. Например, хада аль-бейту кабирун. Кабирун. Хада аль-бейту кабирун. Этот дом большой. Этот дом большой. Ну и для женского рода применяется хадихи. Хадихи вардату. Хадихи вардату. Джамилятун, скажем. Джамилятун. Это роза красивая. Это роза красивая. То есть в этих случаях применяется перевод этот, это. Но оба эти местоимения могут выступать в роли подлежащего в именных безглагольных предложениях типа хада диванун. Это диван. В этом случае, независимо от того, какое слово следует за ним, в русском языке мы переводим как это и все. Это диван, это костюм, это редкая роза. Роза женского рода, но тем не менее, все равно это пишем и все. Хада диванун, хада диванун, хадихи бадлятун, хадихи вардатун надиратун. Этот пункт мы еще в последующем уроке разберем. Нас сейчас интересует именно вот эта часть, что мы должны заучить, что вот это полное предложение. Это есть диван, это диван. Давайте решим следующее упражнение. Надо прочитать и перевести. هذا بيت كبير. هذا بيت كبير. Это большой дом. هو هنا. هو هنا. Он здесь. هذه وردة. هذه وردة. Это роза. Это роза. هي كبيرة. هي كبيرة. Она большая. هذا ديوان وثير. Это мягкий диван. هو هناك. هو هناك. Он там. هذا ديك وهذا ثور. Это петух, а это бык. هذا لبن لذيذ وهذه زبدة باردة. Это вкусное молоко, а это холодное масло. هذا ولد هو هنا. هذا ولد هو هنا. Это мальчик, он здесь. هذا كوب كبير. هذا كوب كبير. Это большой стакан. هناك لبن بارد. هناك لبن بارد. Там холодное молоко. هذا بهو باهر. هذا بهو باهر. Это прекрасный зал. هذا نبات نادر. هذا نبات نادر. Это редкое растение. Следующее упражнение переведите на арабский язык и огласуйте. Это редкая роза. هذه وردة نادرة. Она большая. هي كبيرة. Это министерство, а это дом. هذه وزارة وهذا بيت. Это холодное молоко, а это большой стакан.
هذا لبن بارد وهذا كوب كبير. Это прекрасное и редкое растение. هذا نبات باهر ونادر. Это соловей, он здесь. هذا بلبل هو هنا. Это мальчик, у него большая книга. هذا ولد وله كتاب كبير. Это большой диван, он мягкий. هذا ديوان كبير هو وثير. Как образуется в арабском языке вопросительное предложение? Путем добавления к повествовательному предложению частицы халь. То есть, если впереди предложение, повествовательное предложение поставить халь, то оно преобразуется в вопросительное предложение. Но, естественно, надо поменять интонацию. Хада бейтун. Хада бейтун. Это дом. Халь хада бейтун. Халь хада бейтун. Это дом. Лака китабун. Лака китабун. Халь лака китабун. Халь лака китабун. У тебя есть книга? Хуа кабирун. Хуа кабирун. Он большой. Халь хуа кабирун. Халь хуа кабирун. Он большой. Ну и прежде чем перейти к следующему тексту, текст 1 урока 7, нужно запомнить следующие новые слова. Катибун. Катибун. Писатель. Катибатун. Катибатун. Писательница. То есть к имени мужского рода добавляется та марбута, и оно преобразуется, это слово преобразуется в женский род. Так, собака. Кальбун. Кальбун. Ля. То есть на вопрос общее понятие, если хотите отвечать нет, то отвечаем ля, нет. Ля, нет. Айва. Айва, да. Айва. Айва. Ну, для да есть еще другие формы. На вопрос можно отвечать наам. Аджаль. И айва. Айва. Тоже все они означают да. Текст 1 урока 7. Халь хада дикун? Ля хада кальбун. Вопрос. Это петух? Нет. Ля. Нет. Хада кальбун. Это собака. Халь хуа кабирун? Он большой? Айва хуа кабирун. Так, речь идет о собаке, поэтому будем переводить она собака. В русском языке женского рода, а здесь мужского рода. Поэтому при переводе на русский язык будем говорить она. Она большая. Она большая? Вопрос. Айва хуа кабирун. Да, она большая. Халь хадихи бадлятун. Халь хадихи бадлятун. Это костюм. Айва. Айва хадихи бадлятун. Это костюм, да, это костюм. Халь хада лабанун? Ла хадихи зубдатун. Это молоко? Нет, это масло. Халь хия баридатун? Оно холодное. Айва хия баридатун. Да, оно холодное. Не путаем с родами при переводе с русского на арабский и обратно. Они бывают различными. Халь хада бейтун кабирун. Халь хада бейтун кабирун. Это большой дом. Да, это большой дом. Айва хада бейтун кабирун. Халь хадихи вардатун. Халь хадихи вардатун. Это роза. Айва хадихи вардатун. Да, это роза. Халь хия бахиратун. Она прекрасная.
Айва, да, хия бахиратун, да, она прекрасная. Халь хада китабун надирун, халь хада китабун надирун, это большая, это редкая книга, это редкая книга. Айва, хада китабун надирун, да, это редкая книга. Халь хуа кабирун, айва хуа кабирун, она большая, да, она большая. هل هي كاتبة؟ أيوة هي كاتبة. Она писательница? Да, она писательница. هل هي كاتبة بارزة? Она известная писательница. أيوة هي كاتبة بارزة. Да, она известная писательница. هل هذه دولة كبيرة? Это большое государство. أيوة هذه دولة كبيرة. Да, это большое государство. هل هو كاتب؟ لا هو وزير. Он писатель? Нет, он министр. هل هنا زبدة؟ لا هنا لبن. Нет, это здесь есть масло. Нет, здесь молоко. هل هناك كلب? Там есть собака. لا هناك ديك. Нет, там петух. هل هو كبير؟ Он большой? Да, أيوة هو كبير. هل هو كاتب؟ Он писатель? أيوة هو كاتب. Да, он писатель. هل له كتاب بارز? У него есть известная книга, выдающаяся книга. أيوة له كتاب بارز. Да, у него есть выдающаяся книга. هل هي كاتبة؟ Она писательница. أيوة هي كاتبة. Да, она писательница. هل لها كتاب كبير? У нее есть большая книга. أيوة لها كتاب كبير. هل لك كلب? У тебя есть собака? أيوة لي كلب. Да, у меня есть собака. هل هو كبير? أيوة هو كبير. Она большая? Да, она большая. هل هو هنا؟ أيوة هو هنا. Она здесь? Да, она здесь. هل هذا كوب؟ Это стакан? أيوة هذا كوب. Да, это стакан. هل هناك لبن؟ Там есть молоко. أيوة هناك لبن. Да, там имеется молоко. Там есть молоко. هل هو بارد؟ Оно холодное? أيوة هو بارد. Да, оно холодное. هل هو لذيذ؟ Оно вкусное? أيوة هو لذيذ. Переходим к следующему упражнению. Переведите на арабский язык и огласуйте. У тебя, женского рода, так, есть книга. Ляки китабун. Вопрос надо. Халь ляки китабун? Да, у меня есть книга. Айва ли китабун. Она большая. Халь хуа кабирун. Айва, да, она большая. Айва хуа кабирун. Она здесь. Халь хуа хуна. Нет, она там. Ля хуа хунак. Нет, она там. Так, это собака. Халь хада кельбун. Да, это большая собака. Айва хада кельбун кабирун. У тебя есть собака? Халь лака кельбун. Да, у меня есть собака. Айва ли кельбун. Она редкая. Халь хуа надирун. Да, она редкая. Айва хуа надирун. Это стакан. Халь хада куб. Да, это большой стакан. Айва хада кубун кабирун. Там вино. Халь хунака набидун. Нет, там молоко. Ля хунака лебанун. Оно холодное. Халь хуа баридун. Да, оно холодное и вкусное. Айва хуа баридун ва лазидун. Это бык. Халь хада таурун. Нет, это петух. Ля хада
дикун – это большой петух. Хада дикун кабирун – он здесь. Хуа гуна – это писатель. Халь хада катибун – нет, это писательница. Ла хадихи катибатун – она крупная, большая писательница. Хия катибатун кабиратун – она крупная, большая писательница. Айва хия катибатун кабиратун – да, она крупная писательница. Айва хия катибатун кабиратун – она здесь. Халь хия хуна – нет, она там. Ла хия хунак – у нее есть книга. Халь лаха китабун – да, у нее есть книга. Айва лаха китабун – это выдающаяся книга. Хада китабун баризун.